Всем привет! У меня такая случилась проблемка. Перестал заряжать генератор аккумулятор. И об этом уже сигнализирует даже на щитке приборов контрольная лампочка. Индикатор. Вот она. Данный индикатор, так сказать, лампочка, когда заведешь автомобиль, если все исправно, должна затухнуть через секунду. А у меня этого не происходит. Вот смотрите, завожу автомобиль. А лампочка как горела, так и горит. Можно погазовать. Как видите, индикатор как горел, так и горит. О чем это говорит? Что генератор уже зарядки не дает. И теперь автомобиль работает чисто на аккумуляторе. Естественно, аккумулятор медленно будет разряжаться, и в окончательном результате автомобиль просто заглохнет. И все. Так вот, я покажу теперь, как можно проверить генератор. Теперь я сниму генератор с автомобиля, и мы попробуем это все дело проверить в домашних условиях. Ну что, погнали. Ну вот, я снял с автомобиля генератор 120 ампер фирмы Bosch. И как мы видели раньше, данный генератор не заряжает аккумулятор. Теперь я соберу схему и подключу генератор так, как на автомобиле, как будто он стоит. Только генератор будет крутить не двигатель, так как на автомобиле, а электродрель. И посмотрим, работает ли генератор или нет. Убедимся на 100%. Ну что, подключаем. На генераторе есть подключение плюс к аккумулятору вот здесь. Он означается означением B+. Потом есть вот такой разъемчик. Там есть два контакта. Один контакт, который левее, подключается на индикаторную лампочку. Второй контакт подключается чаще всего к управлению блока или к тахометру. В данном случае второй контакт нам не нужен. Вот имеем такую контрольную лампочку. Она будет нам служить как индикатор на приборном щитке. Теперь провод подключаю главный плюсовой к генератору, а второй конец аккумулятору на плюс. Теперь индикаторную лампочку подключаю. Один конец провода на плюс аккумулятора, второй на левый контакт на генераторе, где есть разъемчик. На левый контакт, который ближе к плюсовику. Дальше беру вот такой провод, подключаю на корпус, это минус. И второй конец провода подключаю на минус аккумулятор. Теперь вот я собрал схему такую. Теперь берем мультиметр, ставим на 20 вольт постоянного тока. Подключаем плюсовой щуп на плюс аккумулятора. Минусовой на минусовую клемму аккумулятора. Как видим, аккумулятор заряжен 12 вольт 64. Теперь вставляю торакс в дрель и подключаю его к генератору. И теперь при помощи дрели буду проворачивать генератор. И посмотрим, что будет. Начали проворачивать генератор. Нагрузки 0, не чувствуется и зарядка не идет. Контрольная лампочка даже не горит. Это уже говорит о том, что проблема в напряжении регуляторе. Теперь что делаем дальше, значит? Разбираем все, меняем регулятор напряжения и делаем то же самое. Вот данный регулятор напряжения. Как видим, щеточки тоже уже выноска большая. Меньше 5 миллиметров щеток оставшись. Это уже плохо. Надо, чтобы было бы не меньше 5 миллиметров щетки. Чтобы были такой длины не меньше, как 5 миллиметров. Вот у меня уже есть другой регулятор напряжения. И теперь, как видим, они идентичные. Теперь буду ставить этот хороший регулятор напряжения. Конечно, регуляторов напряжения бывает разных. Вот такого принципа и конструкции. Valeo фирмы. Это от BMW.
все регуляторы. Это от Passat. А здесь, как видим, еще другой. Ну что, ставим на свое место. Эти болтики все затягиваем на совесть, так как эти болтики служат не просто, чтобы прижать регулятор напряжения, они еще и передают контакт. Ну что, подключаем схему обратно и смотрим. Теперь обратите внимание. Все подключил так, как и раньше. Индикаторная лампочка уже горит. Данная лампочка имитирует нам ту лампочку, которая нам горит на щитке приборов, когда мы включаем зажигание. Когда заводим автомобиль, начинает заряжать генератор, аккумулятор, лампочка тухнет на щитке приборов. Так вот, теперь регулятор напряжения хороший, исправный, генератор все вполне рабочий. Сейчас, когда мы с помощью дрели начнем крутить генератор, должна лампочка затухнуть, появиться нагрузка на дрель, это будет чувствоваться. Когда появляется нагрузка, тухнет лампочка, значит пошла зарядка. На мультиметре должно расти напряжение. Должно не больше быть как 14,5. Так как регулятор напряжения, у него есть защита. Если больше будет как 14,5 вольта, сработает защита, загорится лампочка и зарядки не будет, и все. А если в регуляторе напряжения не сработает защита, тогда будет напряжение больше, чем 14,5 вольт, и уже может сгореть блок управления и так далее. Ну что, а теперь подключаем аккумуляторку, то есть дрель, и смотрим. Подключили, начинаем проворот. Как видим, пошла зарядка. Лампочка потухла, появилась нагрузка. Чувствуется по дрели, что нагрузка есть. Зарядка идет. Видите? 14, 16, 14, 17. Вот получается, я заглушил двигатель. Видите? Зарядка пропала, напряжение начало падать, лампочка индикаторная на щитке приборов загорелась. Значит, наш генератор теперь исправный и дает зарядку. Еще раз повторим. Пошла нагрузка, пошла зарядка. Зарядка идет. Аккумулятор постепенно заряжается. Видите, напряжение увеличивается. Как видим, уже 14,46, 14,45, 47 и не больше. Как видим, наш регулятор напряжения не превышает напряжение 14,45, 47 и не больше, когда уже немножко подзарядился аккумулятор. И даже это заметно. Было меньше 13 вольт, теперь 13,13, как видим. Получается, на генератор исправный уже. Заряжает, регулятор напряжения регулирует, все супер. Можно теперь еще немножко проверить на утечку. Ну что, давай попробуем. Значит, как это делается? Ставим щуп мультиметра 1 на амперы, переводим стрелку на 10 ампер, у кого как там 20, 15. Минусовой щуп на минус аккумулятора, а плюсовой щуп на корпус генератора. Как видим, появилась утечка 0.02, 0.1, утечка есть. Это лампочка стока наша берет маленькая. Если мы ее отключим, утечка по нулям. Значит, наш генератор полностью исправный и уже садить аккумулятор не будет. Вот как-то так. В домашних условиях, просто в гараже или где-то так, можно собрать вот такую простенькую схему и проверить генератор. Без никаких проблем, без никакого стенда. Сколько у меня было проблем с генераторами. Ну, очень редкий случай, чтобы сам генератор или диодный мостик загнулся. Самая частая проблема — это регулятор напряжения или на регуляторе напряжения щеточки или на роторе кольца. Все, больше не было никаких проблем в принципе. Как видим, все работает, все супер. Теперь ставлю генератор на автомобиль и смотрим еще на автомобиле, будет зарядка или нет. Ну вот, я установил генератор уже на автомобиль и теперь попробуем завести и посмотреть, зарядка есть или нет.
Как видим, индикатор заряда горит. Заводим автомобиль. 1-2 секунды. И лампочка потухла. Это уже хорошо. Теперь делаем 3 хорошие перегазовки. И если лампочка повторно не загорается, значит все в порядке. Как видим, лампочка не загорается, значит зарядка идет и все в порядке. Все супер, можно кататься дальше. Как видим, в домашних условиях реально можно проверить без никакого стенда генератор, и это работает. Но если кому-то интересно, как можно проверить генератор, не снимая с автомобиля, или он до конца заряжает аккумулятор, или нормально работает регулятор напряжения, у меня есть видео на канале, можете посмотреть, если это кому-то интересно. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, всем пока.